Всем привет, добро пожаловать на канал. Тема сегодняшнего ролика — магний. А именно мы разберемся, как правильно его принимать и какой лучше выбрать. Собственно, перед вами большое количество магния, и все магнии, скажем так, отличаются формой выпуска. Есть шипучие таблетки, есть капсулы или таблетки, есть порошки, есть даже сиропы жидкие. Вы, естественно, берете ту форму, которая для вас будет просто более удобна. А если вы не хотите там съедать таблетки или капсулы, вы можете взять шипучку или порошок, растворить в водичке и будете принимать такой коктейль. Следующий момент — это концентрация магния в самой таблетке, капсуле или в принципе в самой порции. Почему это важно? Потому что вы должны определенное количество магния употреблять в день, и вы должны понимать, сколько вы съедаете в одной таблетке, допустим. Для примера возьмем компанию Viatec магний. Ну и собственно видим то, что здесь одна капсула у нас, вес ее чистого магния 350 мг. Единственный момент, количество самого магния может зависеть от формы магния. В данном случае форму они здесь не указали. Мы смотрим на ингредиенты и видим магнезиум оксид. Для сравнения возьмем магнезиум цитрат от компании Thorn. Порция здесь также одна капсула, магнезиум, и уже здесь расписали, какой именно. То есть там было в ингредиентах, здесь уже под самим магнием расписали, какой именно магнезиум цитрат. 135 мг. Видим то, что в разы меньше концентрация. Обработок достаточно большое количество, и у каждой обработки есть свое процентное содержание магния. Наибольшее количество это в оксидной форме. Но есть такой минус в том, что именно оксидная форма будет хуже в плане биодоступности. То есть у нас здесь палка с двух концов. С одной стороны хорошо то, что много самого магния, но с другой стороны он хуже будет усваиваться. Здесь же у нас более органическая форма, цитратная форма, такая же как Yona Foods, но концентрация будет в разы меньше, чуть ли не в 3 раза меньше концентрация на капсулу. Ну и соответственно, если пересчитывать это по финансам, то цена будет также в разы дороже. То есть оксидная более высокая концентрация, более низкая цена, но в плане биодоступности отстает от той же магнезиум цитрат. Также бывают еще такие варианты: магнезиум оксид, магнезиум цитрат, лактат и карбонат. Ну и собственно за счет микса из разных форм обработки магния у нас здесь концентрация будет уже чуть повыше, 187 мг на одну капсулу. Как поступить в данном случае, это уже зависит от вас, точнее от ваших финансов. Если вы, скажем так, на большой интервал времени берете магний и вам нужно это недорого сделать, то ваш вариант это либо вот такой комплексный, или же магнезиум оксид. Но обязательно вы должны эти две добавки использовать с витамином В6. Витамин В6 будет для магния отличным проводником и будет, конечно же, способствовать лучшему усвоению магния. Это обязательное условие для вот таких комплексных или же чистых, именно в оксидной форме. В данном случае бренд уже здесь добавил витамин В6. Если вы берете на месяц-два, там, допустим, магний, и вы, скажем так, по цене можете себе позволить район 400-300 гривен, это если в рублях 600-800 рублей на месяц на магний, скажем так, ложится, то вы можете взять уже просто цитратную форму от того же Solgar, от того же Thorn. Для примера возьмем магнезиум цитрат от компании Solgar, американский бренд. У нас здесь на 2 таблетки 400 единиц магния чистого. Концентрация большая, плюс это именно органическая форма цитратная. Многие производители магнезиум цитрат уже выпускают без витамина В6, потому что биодоступность у этой добавки высокая, но вы можете, скажем так, улучшить эффект самого магния с помощью витамина В6, который вы будете просто добавлять отдельно. То есть витамин В6 вы покупаете отдельно, магний отдельно и используете вместе в один прием. Прошлые варианты, которые я показывал, это были американцы. Вот для примера я вам покажу одного европейца, и в принципе данная схема очень часто наблюдается в аптеке. Здесь у нас заявляет он на 3 таблетки, магний 375 мг, взятый из магнезиум цитрат и магнезиум лактат. Получается 2600 фактически общее количество магния. И вот в чем момент, многие бренды именно пишут вот эту большую цифру, и вот эту 375 мг где-то в самом конце именно спрятали, и многие считают, что они вот принимают именно вот эту цифру. Поэтому если вы принимаете европейца или же именно отечественные магнии, то смотрите концентрацию, которая будет именно из общего количества, без учета вот этих присоединений. Потому что именно чистая форма из вот этой большой концентрации всего лишь будет 375 мг. И это хорошая концентрация, но учитывайте ее, то что это на 3 таблетки, соответственно на одну таблетку у нас 125 мг всего лишь магния. Это, скажем, такая небольшая концентрация, классическая для вот таких хороших форм обработок, именно органических. Следующий момент, как правильно принимать магний. Для начала вы должны определиться, что вы хотите получить от самого магния. Например, если у вас есть проблемы с нервной системой, там плохо засыпаете, у вас судороги, возможно у вас моменты сердечно-сосудистой системы или же метеозависимость, то есть
Если у вас какая-то из этих перечисленных есть причин, то вы подбираете уже форму для себя именно. Разберем пример для релаксации. Помимо вот этого, допустим, оксидной, которую я показал, цитрат, есть еще форма обработки такая хелатная, тоже органическая, очень хорошая. Единственный момент, у нее также будет в процентном соотношении небольшое количество магния на таблетку, то есть она ближе именно к органическим. И, собственно, в чем логика хелатной обработки? Это присоединение магния к разным аминокислотам. Ну и, собственно, есть такая форма обработки магнезиум-глицинат. Это будет лучшая форма для релаксации и расслабления. Но, опять же, тут есть ключевой момент, то что вы ее желательно должны употреблять более вечернее время, плюс концентрация самого магния не будет достаточно большая. Поэтому, если вам, скажем так, для расслабления и релаксации, вы можете именно эту добавку использовать. Если вам нужно по анализам, которые вы сдали, допустим, вам сказали, нужно магний повысить, то вот этот магнезиум-глицинат вам, соответственно, не сильно будет подходить, потому что вы его должны принимать несколько раз в день, а, соответственно, он будет в ненужное время давать вам релаксирующий эффект. Плюс вы должны понимать, сколько вам нужно магния в течение дня. Базовая дозировка магния идет 4 мг на 1 кг веса. Для примера возьмем 80-килограммового парня, 80 на 4 у нас равно 320. Собственно, 320 мг магния в чистой форме он должен употреблять. Это, скажем, такая базовая дозировка. Если у вас есть большая потребность в магнии по личным причинам, вы можете эту концентрацию увеличивать до 6 мг на собственный килограмм веса. Собственно, в данном случае уже на 80 кг вес парня выйдет уже 480 мг магния. Эту дозировку нужно обязательно разбивать на несколько приемов, желательно, допустим, на 2-3 приема. У нас будет пару приемов в течение дня и один вечерний будет прием. Магний принимается с едой или после еды. Для примера возьмем магнезиум-цитрат от компании Torb. Возьмем, допустим, вес человека 65 кг, то есть базовая дозировка у нас на 4 мг. 65 на 4 у нас получается 260 мг. Собственно, здесь у нас 135 мг в одной капсуле. Если вы 2 таблетки в день будете использовать, вы полностью покрываете дневную потребность именно из этой хорошей формы. Цена у Торна, скажем, такая не дешевая, можно и более дешевле варианты взять. Тут главное, чтобы вы ухватили именно логику подбора именно себе магния и правильную дозировку, чтобы вы смогли себе подобрать и использовать. Подведем итог этого ролика. Форму вы подбираете индивидуально под себя, то есть какая вам форма удобна, ту и выбираете. Правило обязательной комбинации с витамином В6 только распространяется на магнезиум оксид или же комплексные, как здесь у нас. Кстати, вот такие комплексы делают и очень крутые бренды, там тот же Nafoods и даже Solgar делает, допустим, магнезиум оксид, но обязательно с витамином В6. Если вы хотите недорогой вариант магния, вы берете, опять же, или же комплексный магний, или же магнезиум оксид, потому что здесь у нас 350 мг, это фактически для человека 85 кг, одна капсула в день принимается и все, дневную потребность покрываем. Единственное, что к нему нужно еще витамин В6 добавить, ну а витамин В6 зачастую недорогой и его надолго хватает. Здесь у нас 120 таблеток по 350 мг чистого именно магния уже идет в оксидной форме, и хватит его на 4 месяца за 262 гривны. Но опять же, эти ценники условные, потому что это могут быть разные бренды, это могут разные магазины быть, но цена очень хорошая. Если вы хотите использовать магний сугубо для релаксации и расслабления именно в вечернее время, причем не на постоянной возможной основе, то возьмите именно магнезиум-глицинат. Все остальные варианты будут примерно очень схожи, что лактатная форма, что цитратная форма. Есть и другие формы обработки магния, но я не буду о них рассказывать, скорее всего вы не наткнетесь на них. Самые популярные, которые сейчас используются и в спортивном питании, и в аптеке, я озвучил. Цитратная форма, нас особо концентрация никогда не балует, собственно здесь в данном случае 200, но зачастую это район 100-150 мг. Соответственно, если вы там 80 кг и вам нужна там немаленькая потребность, возможно и по 6 мг, если у вас хорошие судороги идут, и вам нужно повысить, скажем так, большую концентрацию в течение дня, то вы просто разбиваете дробно количество самого магния в течение дня. Например, здесь у нас там 100 с чем-то миллиграмм, вы используете 3-4 таблетки дробно после каждого приема пищи. И для лучшего усвоения вы можете его комбинировать в один прием с витамином В6. Единственный момент, учитывайте, если вы будете витамин В6 несколько раз в день принимать, то берите концентрацию небольшую. В данном случае здесь у нас 100 мг, это достаточно большая концентрация, поэтому берите в разы меньше. По поводу длины курса, стандартный курс это 1,5-2 месяца. Курс можно варьировать в зависимости от личных потребностей. Если у вас, скажем так, для судорог, вы можете
можете пропить и месяц, и полтора для насыщения, то есть вы по эффекту уже поймете. Если видите, что дискомфорта никакого нет, вы можете сделать перерыв и, скажем так, по потребности повторить курс через какой-то интервал времени. Если это для нервной системы, то желательно, конечно же, 1,5-2 месяца делать, и можно таких пару курсов в год повторять. У кого остались вопросы, пишем в комментариях под этим роликом. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал и ставить лайк. Спасибо, до свидания.